В мире No More Room in Hell 2 придется примерить на себя роль спасателя и отправиться в зловещую тьму локаций, кишащих зомби. Нам придется объединяться с другими выжившими в группы до 8 человек включительно, выполнять задания, чтобы помочь человечеству выжить. При этом нельзя расслаблять внимание и булки ни на секунду, ведь каждая встреча с Ордой может закончиться заражением или окончательной гибелью через окончательную разборку нас любимых на ленточке и запчасти. Каждый бой – это испытание нервов и слаженности нашей группы, а каждая победа над Ордой отделяет нас от окончательного края апокалипсиса. Только учтите, в данном мире смерть окончательна и бесповоротна, включая в себя потерю персонажа и его прогресса. На данный момент мы можем действовать в рамках разрушенной городской местности Льюистона, посетить электростанцию в сельской местности Пенсильвании, эвакуировать выживших с огромного больничного комплекса, прихватив с собой как можно больше медицинского персонала. Ведь медики – это один из весьма ценных ресурсов апокалиптического мира. Зачищая небольшой городок Потсвилл, добраться до его центра, найдя шокирующую информацию и приоткрыть завесу случившегося. И в завершении посетить ночной Бродвей, что будет ожидать нас в жутких закоулках Квинса, штата Нью-Йорк. Проходите, путешественники, располагайтесь за любым столом, что вам понравился. Здесь вы сможете выпить и перекусить, а пока выбираете из меню, я расскажу вам историю, дабы скрасить ваш досуг и время ожидания заказа. Я увлекаюсь коллекционированием книг и людских жизненных историй, и эту историю я узнал из дневника, который купил у заезжего ко мне бродячего торговца, который вела некая Футти, что до начала вспышки вируса и наступившего апокалипсиса была капитаном команды по плаванию. Благодаря своему роду деятельности у нее было спортивное выносливое тело, что и помогло ей пережить и выбраться из кошмара, в котором она оказалась. Все начинается в округе Беркс, штате Пенсильвания. Хотя целый день и лил проливной дождь, полностью вывев систему ливневок в городе из строя, это привело к началу паводка. У меня в тот день была назначена познавательная экскурсия на электростанцию, но я даже не догадывалась, что этот день превратится из увлекательного приключения в леденящую кровь, адскую прогулку с расчлененной горой трупов и потерей близких мне по духу людей, когда стали появляться первые новости о вирусе и заражении людей, что превращало их в бездушную нежить, движимую лишь первобытными инстинктами утоления голода, а их тела обладали лишь базовой моторикой. Все отнеслись к этому с пренебрежением, скептицизмом и недоверием. Дескать, опять фейки и интернет-утки ради накрутки просмотров. Но мы даже не догадывались, что нас ожидает впереди. На проходной было пусто, и мы въехали на территорию комплекса станции, остановившись на заправке. Прежде чем выйти из автобуса, мы услышали экстренное предупреждение о чрезвычайном положении и острой необходимости избегать укусов и всяческих контактов с инфицированными. Вокруг не было видно ни души, лишь постоянный шум барабанящих о крышу каплей дождя. И пока мы осматривались, слышали, как за нами закрылась дверь и водитель уехал. Вначале мы подумали, что водитель поехал припарковаться, заправиться или развернуться. Но как же мы все ошибались. Он просто уехал. Этот гребаный ублюдок просто кинул нас здесь. Из здания заправочной станции раздались вопли ужаса и отчаяния, что подстегнуло нас всех к действию и привело всю группу к движению. Решив поискать в депо рацию и вызвать подмогу, мы решили направиться туда, вооружившись по пути кусками труб и арматуры, что валялось под ногами. Благо, строительного мусора было много, и его еще не успели убрать после произведенного ремонта или разрушений. Я не знала точно. Как только мы добрались до первого этажа в депо, куда уже добрался паводок и начал затопление, в комнату через разбитое окно уже забрался один из зараженных за моим другом. И я, не успев осознать свои действия, в исступленном состоянии начала беспрерывно наносить удары по его голове в страхе за свою жизнь и жизни моих товарищей. Майкл, за которым пробрался зомби, кинулся мне на помощь, и после убийства зомби сразу кинулся в диспетчерскую комнату. Я же тем временем просто остолбенела, когда увидела посреди комнаты нагромождение звуковых колонок на деревянных поддонах, которые защищали их от контакта с растущей водой. По виду 90 Вт каждая, не меньше. Но мой шок вызвала не эта архитектурная постройка, а провода, что были к ним подключены. Они брали свое начало из диспетчерской, и прежде, чем кто-либо из нас успел как-либо отреагировать и крикнуть Майклу, чтобы он не включал пульт диспетчерской для подачи радиосигнала о нашем местоположении и вызова помощи, колонки ожили и заиграли оглушительно громко, и как назло Майкл, вместо того, чтобы выключить, выбежал к нам, спрашивая, какого черта у нас тут происходит. Ожидаемо, это привлекло внимание всех зараженных поблизости, и они стали стекаться на шум.
а дверь в диспетчерскую захлопнулась за Майклом. Нам ничего не оставалось, как занять здесь оборону и отбиваться от нежити, что стало вваливаться на первый этаж депо со всех окон и дверей. Прикрывая друг друга, мы старались использовать только холодное оружие, без огнестрела, которого, во-первых, не было, во-вторых, использовать его в такой ситуации означало бы привлечение еще большего числа зомби. Отбившись от волны ожившей нежити, мы услышали из выломанной двери диспетчерской сигнал органов правопорядка, что есть безопасное место сбора выживших для их карантина и транспортировки в горные базы, куда зомби не так легко добраться. Наше место эвакуации было назначено за депо в точке разгрузки вагонов. Нам успели сказать о месте с припасами на нашем пути, что сбрасывали для военного отряда, который охранял ученых. Но до него так и не добрался. Как только через рацию нам сообщили, что за нами вылетел вертолет, связь оборвалась, и рация одарила нас мертвой тишиной. А перемигивания ее сигнальных датчиков, что вселяли надежду, умолкли навсегда. Но мне некогда было переводить дыхание, нам нужно было еще добраться до места с припасами, после чего совершить рывок к точке эвакуации и продержаться, отбиваясь от зомби, до прихода эвакуационного транспорта. К счастью, место с припасами находилось совсем рядом, у ворот депо. Мне удалось только схватить старый револьвер, горсть патронов к нему и кухонный тесак, невесть откуда там взявшийся. Похоже, что припасы собирали наспех из всего, что было под рукой. Но времени на раздумья и сожаления уже не было. Звуки приближающейся толпы становились все громче, а нам нужно было еще пробежать через депо. Тяжелые ворота старого железнодорожного депо со скрипом захлопнулись за спиной Футти. Она даже не обернулась, позади уже раздавались десятки хриплых рыков. В руках оставалось всего несколько патронов для револьвера, а впереди лежал длинный путь к месту разгрузки вагонов, где военные обещали последнюю эвакуацию на вертолете. Перепрыгивая через ржавые рельсы и разбросанные контейнеры, она слышала, как за ней несется целая орда. Первый зомби выскочил из-за платформы, но удар прикладом отправил его на землю. Второго пришлось остановить последней пулей из револьвера. Далее оставался только кухонный тесак, а также уже изношенная, но верная стальная труба. Когда впереди показались грузовые краны и площадка разгрузки с перевернутыми вагонами, в небе уже слышался рокот винтов. Вертолет кружил над посадочной зоной. Тех, кто уже поднялся на борт вертолета, ожидали патроны, оружие, и они, вооружившись, начали отчаянно отстреливать наступающих на нас мертвецов, прикрывая тех из нас, кто еще оставался на земле, ожидая своей очереди эвакуации. Футти бросилась вперед, лавируя между зараженными. Один из зомби схватил ее за рукав, но ткань порвалась, и девушка вырвалась, оставив клочок куртки в его уже начинающих гнить от избыточной влажности пальцах. До вертолета оставались считанные метры. «Беги!» — крикнул один из стрелков, прикрывая его автоматной очередью сверху. В суматохе происходящего не было времени разбираться, кто это был. Она зацепилась за металлический крюк подъемника в тот самый миг, когда огромная толпа зараженных ворвалась на площадку. Выжившие подняли трап, и вертолет начал набирать высоту, с которой депо казалось маленьким островком среди бескрайнего моря бродячих мертвецов. Футти молча смотрела вниз, понимая, что выжила не благодаря удаче, а потому, что ни разу не позволила себе остановиться после того случая с колонками и доверилась своим случайным попутчикам, что впоследствии стали гораздо больше, чем просто напарниками. В карантинной зоне было довольно тесно, но безопасно и уютно. Каждому выделили место для ночлега и его вещей, после чего вызвали к коменданту для разговора. Я получила предложение о вступлении в добровольную команду по сбору припасов. Они есть сейчас, но рано или поздно любой запас придет к концу. С этого момента начались наши новые будни выживших. Нас доставляют на вертолете, после чего он улетает на другую окраину города, уводя часть зомби за собой. Мы разыскиваем все, что может пригодиться: еду, материалы, батареи, топливо и строительные инструменты. Завершив сбор, даем команду, и вертолет подбирает нас. Последняя запись из дневника. День 47. Очередная вылазка добровольцев за припасами. Сегодня я решила проверить старый аптечный магазин на углу. Снаружи все выглядело тихо. Выбитые витрины, перевернутые тележки, ни единого звука. Именно такая тишина теперь пугает сильнее всего. Когда уже забегала, то появилась пара зомби, от которых я защитилась закрытой дверью, как всегда. Внутри нашла несколько банок консервов и медикаменты. Даже улыбнулась впервые за последнюю неделю. Ошибка. Когда проходила мимо отдела с холодильниками, услышала позади хруст стекла. Обернулась слишком поздно. Они не рычали и не кричали, просто вышли из подсобки один за другим, словно ждали, пока я сама зайду в ловушку.
А ворвавшаяся в аптеку новенькая с шальными глазами абсолютно никак не улучшила ситуацию, да еще и привела за собой группу зомби. Я бросилась к выходу, но дверь отрезала та самая группа зомби, что преследовала ее. Успела отбиться верным обломком трубы от первого, второго, потом почувствовала, как что-то впилось в плечо. Сейчас сижу в подсобном помещении и делаю свою последнюю, судя по всему, запись. Всюду слышны их шаги. Они не уходят. Если найдешь этот дневник, не повторяй моей ошибки. Никогда не заходи в место, которое кажется слишком безопасным. Чернила заканчиваются, и времени, кажется, тоже не осталось. Буду прорываться. Здесь записи дневника обрываются. Кажется, так и закончилась жизнь отважной выжившей по имени Футти. А вот и ваш заказ, путешественники. Правда, время незаметно пролетело. Но вы не стесняйтесь, приступайте к трапезе. В завершении скажу, что проект No More Room in Hell 2 распространяется по системе Buy to Play, и нам придется заплатить за него $14. В проекте часто бывают скидки и бесплатные выходные. Есть как сильные стороны с плюсами, так и довольно слабенькие места с минусами, о чем и поговорим. Проект довольно атмосферный, в лучших традициях зомби-хорроров, с их криповой атмосферой, за что получает первый плюсик. Возможность играть с друзьями в кооперативе до 8 человек, также однозначно плюс, что порадует большие компании друзей или скрасит вечерние посиделки сотрудников. Карты добавляются, а их разнообразие пополняется новыми, за что также плюсик. Довольно большой ассортимент оружия и способов убийства зомби с использованием подручных средств. Сюда же добавим еще и возможность забаррикадироваться, а также взаимодействие с окружающим миром и решать различного рода головоломки по типу закрытия, открытия дверей и прочего при помощи предохранителей аккумуляторов. Также плюс, что добавляет разнообразие даже в одни и те же карты. Окружение реагирует на наши действия. Чем меньше шумим, тем меньше встречаем зомби, что делает упокоение нежити подручными средствами более актуальным. Палим во все, что движется, без разбору, получаем группу, толпу или орду зомби, еще и помноженную на количество участников катки. Также плюс, игра заставляет наш мозжечок не просто думать, а еще и проявлять задатки, тактика и стратега с менеджментом наших действий. Шум, враг, но он же и союзник, можно приманить зомбарей куда нам нужно. Не бездумно размахивая оружием, тупо клацая по кнопкам, а думать, куда бить и как. Прокачка персонажей аккаунта со своими особыми перками, талантами и бонусами, конечно же, с открытием новых товаров, что мы сможем брать с собой в катку. Это позволяет проявлять задатки стратега уже с лобби. Тоже плюс. Бесповоротная смерть игрового персонажа является и плюсом, и минусом. Тут у каждого свое. Но слотов для этих персонажей целых 3, что довольно приятно, давая нам некую вариативность. Тоже плюс. Возможность выбрать сложность игры, на которой мы будем играть, что дает каждому из игроков начать индивидуальный старт и играть с равными себе. Хотим просто почилить после тяжелой работы? Пожалуйста, казуальный легкий режим, где нам прощают ошибки. Но учитывайте, что и бегать мы будем с такими же новичками. Вы уже матерые суровые игроки, что повидали всякое в игровых мирах. Добро пожаловать в хардкорный режим «Кошмар», где за малейшую ошибку вы потеряете своего персонажа навсегда. Ну и в напарниках у вас будут уже далеко не новички. Также плюс. Звук и музыка – это отдельное произведение искусства, заставляющее вас вздрагивать даже в солнечный день. А приток атмосферности благодаря этому выходит на новый уровень. Однозначно плюс. Все мы люди, и у каждого свои предпочтения, как и критерии оценки. Далее, у каждого будут еще и свои субъективные плюсы и минусы, за что проект получает 10 плюс с бесконечностью. Потому и говорю, что его можно попробовать, но только в бесплатные выходные, чтобы сложить свое мнение и понять, а нужно оно нам или нет. Или как минимум покупать, когда будет хорошая такая скидка в 35+%. Но итоговое решение только за вами. Не забываем, что это в первую очередь игра, создана для развлечения и заработка ее разработчика, а потому идеальной или логичной достоверности с реальным миром субъективно искать не стоит. И я говорю о 4 взмахах оружием, после чего полоска выносливости оставляет желать лучшего. И неважно, машете вы молотом, либо зубочисткой. Выносливость уходит одинаково. Да, согласен, возможно, это и делает проект более достоверным, но в таком случае достоверно имеет огромное значение, чем мы машем: молотом, топором, битой или удобным и компактным тесаком. Но это все лирика. Второй минус сугубо субъективный. Игра находится в раннем доступе, и многие баги по типу отсутствия добавления в друзья и возможности создания каток с ними тупо оправдывать тем, что игра все еще находится в ранней стадии разработки. Всякое бывает, не спорю. Но для кооперативной игры, в которую я иду, чтобы погонять зомбей в чистом поле с друзьями, это не хилый косяк. А оправдания, дескать, продукт еще сырой, делают все еще хуже. Мы же, когда приходим в магазин, платим за штаны, не получаем их в свое пользование через месяц. Мы получаем свой товар здесь и сейчас по факту оплаты. Так и с играми. Продаете сырой, ибо надо бабки.
так сделайте ее играбельной для начала. Третий нехилый минус – проблема с серверами и маршрутизацией. Поначалу все было терпимо. Сейчас, с постоянным ростом онлайна, который уже держится на отметках в 240-270 человек в будний день, и пик выходных от 302 до 460 человек, постоянные вылеты, реконнекты и временами огромная потеря пакетов уже ужасают. Потеря персонажа, учитывая все вышесказанное, для меня огромный минус. Одно дело потерять персонажа из-за того, что я засмотрелся на созвездие Альдебараны, и совсем другую потерять из-за нестабильных серверов. На данный момент нет никакой системы динамического дополнения пати или понижения сложности для соло игрока, если ваши союзники передохли в катке и вы остались одни. А передохли, потому что у них были реконнекты или дисконнекты. Сложность катки остается прежней, и нам в соло придется отдуваться за 8. И еще минусов хватает, но остановимся на этом. Поэтому и предлагаю ждать бесплатных пробных выходных, чтобы прощупать вам все самим. Спасибо за визит, путешественники, и не забывайте заглядывать к нам еще. Историй у меня хватает, уж поверьте.